Доброе утро, 10 мая. Попробовал вакууматор, сделал сейчас НЗ-шный комплект для поездки своей. Ну как, пробный, конечно. Сложил неаккуратно. Немного вот тут по форме как бы не нравится мне, что это не равномерно плоская. Здесь более толстая часть, здесь более тонкая. Ну и заодно как бы проверил вакууматор. Этот первый раз включал его, запаял сначала здесь вот шовчик. И потом, надавливая везде, помогал ему вытягивать воздух. И в общем получился вот такой вот такая вот фиговина. Сейчас я его взвешу, интересно здесь, что у меня здесь лежит. Здесь у меня лежит ветровка, в которой я ходил почти всю зиму. То есть она легкая, но для европейской зимы вот здесь мне пошла. И получается, что еще? Штаны, такие же к ней. Футболка и носки. Вон они как раз со значком Under Armour. Короче, такой себе запасной пакет, если где-то мне надо будет, ну, теоретически, я так думаю, 913 грамм. Теоретически он мне может пригодиться где? Допустим, я закончил путешествие свое, и мне нужно полностью, короче, весь старый шмот снять, там упаковать как-нибудь и повезти домой в грязном виде. А это прям НЗ-шный чистый комплект, который все время будет в рюкзаке на дне, там, или как-то и за счет вакуума он будет в безопасности, он не потянет ни запахи, не испачкается, ничего. В необходимый момент я его открою и одену на себя, типа того. Либо же это конец, либо путешествие, я имею в виду, либо же где-то, ну, там, при непредвиденных обстоятельствах каких-то. Ну, вот так вот получилось. Не знаю, 900 грамм, конечно, много, но с другой стороны, что там, ну, полностью же, да, комплект: ветровка, штаны, носки, футболка. Труселей не хватает. Ну, пускай килограмм с труселями и с пакетом. Это такой, я думаю, ну, осенний полный комплект будет. Я думаю, градусов 10 минимум я смогу нормально в нем как бы перемещаться. Это если где-то цивильно ехать, там я имею в виду транспорт. Если идти, то понятно, что вообще, конечно, в нем может и жарковато даже будет. Как-то так. Сейчас буду распаковывать. В принципе, как эта штука работает, мне понравилось. Не знаю, стоит ли показывать, как он там тянет это все. Наверное, покажу на чем-нибудь. Сейчас я пакет распакую, и, может быть, удобно будет одной рукой поснимать и, короче, в какую-нибудь еще раз куртку запакую. В общем, я вскрыл пакет, оставил в нем только куртку, положил, вот как положено по инструкции. Пакетик задвинул на этот лоточек. Лежит он посередине элемента запайки. В общем, закрываем до щелчка. И с другой стороны такая же фигня. Ну и все. В этот раз я давить рукой не буду, пускай тянет сам. Там одна куртка. И нажимаем кнопку высасывания и запайка. Ну и ждем. Хочется ему помочь все-таки немного придавить где-то. Все, закончил он. Теперь горит лампочка, пока он запаивает. Потом она начнет мигать, потом погаснет. Значит, можно открывать и доставать. Есть в комплекте какой-то переходник к пылесосу, но я еще не разобрался, что, как это подключается там, и он заменяет собой вот этот компрессор или что. Ну, в общем, функция интересная, но пока с ней не хочу я разбираться. Ну все, готово. Открываем. Там вон кнопки есть. Получили такой шов. Для надежности можно положить еще раз, чуть сдвинув, и пропаять только вот этой вот кнопкой запайки. И получился вот такой вот плоский кусочек чего-то черного. Прикольно.
Сегодня вместо прогулки иду с дочкой играть в бадминтон. И еще в какой-то китайский валанчик. Покажи, пожалуйста. О, вот такую фигню будем буцать сейчас. Не знаю, как получится у нас, но на видео во всяких рилсах, тиктоках очень красиво. Там они задней ногой это все буцают. В смысле не задней, а как-то ногой сзади. Вот, я думаю, все видели эту штуку. Вот буду учиться теперь. А насчет бадминтона этого сегодня дочка говорит, пойдем поиграем. Типа у меня сразу такая нежелание такое, думаю, блин, я в это время должен ходить, разговаривать с телефоном по полям, там, по красивым местам, а эта дочка пристает ко мне, а потом такой думаю, блин, я же отец, типа надо как-то и в воспитательном процессе участвовать, ну, типа с ребенком время проводить, я имею в виду, ну, в общем, сам себя это немножко, короче, ну, поругал и понял, что нужно исправляться. Поэтому идем играть в бадминтон, а прогулки уже на потом. Вот на этой полянке мы обычно играем. Так что сейчас начнем. Снимать я это не буду. Выглядит как обычная игра в бадминтон. Поэтому как-то так. Короче, сейчас попробую этой штукой поиграть. Бестолковая такая фигня, очень тяжело. Хотя на видео все выглядит очень легко. Ну, не знаю, попробую понабивать хотя бы. Да, больше 2 раз не получается. Еще и чтобы снимать. Так, закончили с малой играть. Буцали этот валанчик, пока ноги не заболели. Потом играли в волейбол. Ой, господи, волейбол. Бадминтон. Тоже пока не устали. Потом опять валанчик. В итоге все, наигралась, она пошла домой. Короче, 2 часа провел с ребенком. Заслуживаю медаль отец года. В общем, сейчас еще пойду часик пройдусь. Ну, вообще, конечно, дурная эта игра, валанчик этот. Но мы нормально спрогрессировали от того, что вообще ничего не могли. И уже в конце, когда после бадминтона, так, без особых типа стараний и ожиданий, уже у нас получалось значительно лучше. Ну, по крайней мере, хотя бы там подавать один одному было нормально. Вот. Надо посмотреть пару видосов обучающих каких-то, как вообще это. Я так логически понимаю, что нужно просто больше буцать и нарабатывать технику, да и все. Как бы логика такая, набивать просто что-то. Может, есть какие-то там подводящие упражнения, не знаю. Ну, на видео эти китайцы, конечно, шмалят только так. Такие дела. Иду я, иду, и тут встречаю вот такого зверя сегодня. Обычно у меня живые зверушки, а сегодня будет металлическая. Кенгурятина здоровая такая, 3 метра. Ну, крутая. Из нержавейки. Да, серьезная вещь. Это местного таксопарка логотип стилизированный, скажем так. Моя младшая дочка сказала бы, годная штука. Сегодня суббота и движение вообще, я смотрю, что-то на дороге минимальное. Обычно тут машина за машиной, а сейчас как-то так. Народ отдыхает, наверное. Погода хорошая, наверное, на озере. И где-то на дачах, может, грилят люди. А я хожу гуляю. Я свое уже отгрилил. Как-то был у меня период, каждую пятницу шашлычил, что-то жарил, что-то подбухивал. Короче, наелся на всю оставшуюся жизнь. Теперь только на пару все тушу. Ну, не потому, что прям там это показания врачебные, просто по кайфу, не знаю, привык. После того, как похудал, стал есть меньше, переедать перестал. Вся еда стала казаться вкусной, уже не нужно заливать что-то майонезом, там как-то специфически готовить. Ешь обычную самую простую еду, и она тебе вкусная.
Ну, это может и связано там с количеством еды, а может просто с ментальным настроем, да, скорее всего. А может того немножко другого. Но по факту так. Я со вчерашнего дня решил, буду под каждое видео крепить интересные видеоролики. Там я раньше что там, ну, пару клипов мог каких-то кинуть. А сейчас ложу еще интересные видеоролики, которые я посмотрел. Ну, то, что мне понравилось в течение дня. Там вчера парочку видосов так для размышления. Может, когда-то пересмотрю. Есть интересные мысли и в первом, и во втором, скажем так. Что еще мне понравилось, по-моему, второй ролик я его сильно аж не смотрел, больше слушал. Но по голосу точно слышу, что озвучен искусственным интеллектом. Я так подозреваю, что и видеоряд там тоже подобран, скорее всего, при помощи искусственного интеллекта. Я видел, что там из аниме или из чего-то, всякие самураи, вот это вот все. Там про Мусаси. Не про Егорда, бойца ММА, армяна голландского, а про какого-то японского фехтовальщика древнего. Я так понимаю, какой-то средневековый, наверное. Я что-то слышал о нем, но не глубоко. По-моему, Илью Пелевина читал, не помню. Вот, но был такой дядька, да. И вот это интересный ролик тоже там. И люди вполне уже полноценно используют искусственный интеллект для производства контента. Как бы нечего делать. И текст тебе найдет, и начитает сам, и видеоряд подберет. Поэтому было бы желание сейчас в нынешнем мире зарабатывать, монетизировать как-то свой труд, пожалуйста. Все в ваших руках, как говорится. Никто вас не ограничивает. Только собственные барьеры, как говорил во втором вчерашнем видео бородатый дядька. Вот. Что-то еще хотел умное сказать. Ну да, про эти ролики буду добавлять, значит. И по поводу таймпланера. Вчера грозился найти, нашел таймпланер. Сделал задачи на сегодня, вчера вечерком, как раньше когда-то делал. Но уже с утра по выполнению отвалился. Кое-что я забыл, что у меня все-таки есть дети. Там надо их кормить, готовить, есть им и все такое. Так как воспитал плохо, приходится самому много чего делать. Ну, мне, жене. Вот, поэтому немного они меня там дергали, немного я из своего графика вываливался и не все сделал до обеда, то, что запланировал там. Но это нормально, особенно в первый день. Посмотрим, как вторая половина дня пройдет ли по плану. Но я когда-то нормально залипал в это приложение. Вот этот период похудания. Потом, когда схуднул, начал заниматься спортом. А там, где спорт, там и саморазвитие всегда идет рука об руку. В здоровом теле здоровый дух. Короче, начал слушать всякие книжки про саморазвитие. По одной в день минимум. На второй там скорости, как я говорил. Ну, это такое, конечно. То есть я, когда в потоке таком, я, да, там все прослушал, все меня там мысли эти наполняют, что-то помогают, короче, хотя до этого никогда я не был замечен, считал это все туфтой, но когда ты настроен воспринимать такое, значит, сложилось время и место, и твои, как бы, твоя ситуация, тогда оно все заходит как в сухую землю, и много чего я там, конечно, интересного почерпнул. Большую часть, конечно же, я забыл. Потом я уже на каком-то этапе, на какой-нибудь там 50-й книге, ну так условно, я не помню, сколько их прослушал, очень много. Ну вот, буквально по одной в день бывало слушал. Потому что на такой скорости, там, 8-часовая книга обычно залетает за 4, да, что я там, пробежка, час там туда-сюда. И как бы все уже там до обеда уже одну и послушал. Вот, и, конечно, что-то в голове отложилось, что-то прошло вообще боком, и на каком-то этапе я начал замечать повторения, то есть все это один у другого потянуто, по-другому скомпилировано. Вот тебе книженция, вперед в продажу, так сказать. Да, ну, в общем, что-то мысль потерял. Да, вот это саморазвитие. И это я к чему все подводил? К тому, что таймпланер, тогда мне казалось, я очень неэффективно использую свое время. Вот это вот все начинается, короче, вся эта фигня. И я думаю, блин, надо упорядочить дела. И действительно, оно как бы сильно помогает. И мне в то время помогло. Но когда ты начинаешь жить по этому графику, даже такой человек системный сильно и
фанатично-маниакальный в каких-то планах и всякой вот этой фигне человек, даже как я, устает там на определенный период. Это все работает, а потом там через 2-3 недели, не помню через сколько, ты думаешь, что ну нафиг, я же типа не хомячок в этой фигне. И тогда надо брать передышку какую-то, немного разбавлять там это чем-то или просто там выходной, и тогда все отлично работает. Вот. И я нормально, помогало мне это приложение. Теперь настало время опять ему чуть-чуть поработать, буду упорядочивать свою деятельность. Я просто когда сюда приехал, расслабился сильно. Всего километров 2. Да. 24 минуты. О. 5С. Шаги шагов 2415. Угу. Ну да, я пошел без наушника, потому как думал домой вернуться, но поиграли с малой, вижу, там часик осталось мне погулять по моему таймингу, и поэтому уже пошел как был. Домой не заходил без наушника, поэтому эта бормоталка будет рассказывать. Но я же отключил у нее там автопаузу, поэтому у меня сейчас какие-то остановки на съемку кенгуру прикольных, которые видео будут железных. Оно все считается общее время. Поэтому так, да, 12 минут километр. Вот. Ну а там планы, что у меня на вечер осталось, там тоже что-то, по-моему, уже компьютерная какая-то работа. И недовыполнил. Я с утра должен был список написать, снаряги общий. Я-то в голове его держу, там палатки, спальники, вот это вот все. А конкретно по позиционно еще на списке ни на ком нету. Там хоть в Google документах надо сделать, чтобы понимать, сколько их всего там будет, да, и как. Потому как я взвесил сегодня этот набор свой, да, там НЗшные одежды, и он там килограмм уже, да, а я хотел бы ходить с рюкзаком не тяжелее 10 пока что. Соответственно, это очень важно все понимать и на этапе выбора контролировать вес. Я не буду, конечно, гнаться там за каждым граммом, но общее направление должно быть light, ultra light. Поэтому да, я думаю, постараюсь сегодня довыполнить этот список, хотя бы основной набросать, там большую тройку, как ее называют, палатка, спальная система и что там еще там, кухня, наверное. Или кухня туда не входит. Ну, я еще турист непрофессиональный, поэтому меня можно простить за незнание таких главных вещей, скажем так. Так, наверное, буду я сейчас к озерцу идти. Сейчас посмотрю, что там по времени. Если что-то интересное еще подумается, включусь. Только что ходил и разговаривал с Капроновой головой по такому поводу. По поводу этого экзамена моего, у меня душа не на месте. Я вчера услышал такое от моей фрау Шульц, что, мол, у тебя, Валерчик, психологический барьер. Ну, как бы я и сам говорил, что внутренне, типа, я уже от этого языка отказался. И как я вернулся последний раз из Франции, то я понял там, что мне английский реально нужен, а не немецкий. И как бы мое будущее в Германии весьма сомнительно. Я как бы стал вообще прям замечать на глазах, как я начинаю еще все меньше и меньше понимать немецкий. То есть я и прямо это говорил там через, она чуть по-русски понимает, короче, чуть по-русски, чуть там через одногруппниц, короче, это. То есть она, в принципе, понимала, да, что у меня может быть там какой-то психбарьер. Ну, и она так мне и сказала. Я, короче, что-то сегодня с утра проснулся с этой мыслью, значит, а может быть я имею какую-то там, какое-то глобальное отклонение в восприятии себя. Ну, то есть я начал вот это вспоминать, эти же одногруппницы, которые у меня деньги выспорили из-за моей глупости, которым я сказал, что дам деньги, они там не спорили со мной особо, я просто ляпнул, они меня на слове поймали, то есть, но все равно они там мне это даже утверждали, что ты сдашь, то есть как будто я такой думаю, а почему они так утверждали, может быть они реально видят во мне то, что я не вижу, может быть я там настолько себя занизил, а по факту типа со стороны ж виднее, не зря так говорят, да, плюс вот эта училка сказала, что у меня психбарьер, значит, думаю, может как бы все видят, а я ничего не вижу. Не могут же все ошибаться. И давай эту ситуацию, обговаривать с Капроновой головой. Описал ему приблизительно в таких словах, что, мол, дружок, как называется вот это вот в медицине, там, психологии, когда человек то-то, издалека начал, потому что это же такая тварь, ему нельзя ничего прямо говорить, потому что получишь не тот результат. Тут надо, скажем так, потихонечку в ходе следствия выходить на то, что нужно тебе. Тем более вот эта сейчас версия Жополизы, это вообще ужас. И, короче, рассказал он туда-сюда, мы с ним прошли там сначала
комплекс этот синдром самозванца, потом там какой-то там дефляционную какую-то авто, что-то там тудым-сюдым. Короче, все вроде и слегка похоже, и не похоже. Там самозванец мы сразу откинули, то есть нет у меня никаких типа страданий из-за того, что там я что-то типа боюсь показаться каким-то... Ну, короче, в синдроме самозванца там человек имеет очень низкую типа самооценку, но боится, что его разоблачат и типа понты колотит. Вот этого нет у меня. То есть я, честно говоря, ни хрена не знаю, какого хрена я сдал экзамен. Ну, типа того. Вот. Как бы ничего в этом плане не пытался показывать. То есть это точно не про меня самозванец этот. Потом вот это похожая была штука, дефляционная какая-то авто, что-то там. Но в итоге, короче, я уже такой послушал, все равно не то, что-то я вижу там какие-то противоречия. Ну, я ему прямо рассказал эту ситуацию уже. Ну, как не типа я, а вот представь такую ситуацию, там, да, и ему рассказываю. И даю же ему тоже все вводные, которые были там. То есть отмена повторов языка, она связана с тем, что, правительство хочет побыстрее интегрировать в свою систему мигрантов. То есть я ему прямо это говорю. То есть там может быть такой момент, что в связи с как бы новой политической ситуацией в стране уже некоторые есть изменения в миграционной политике, соответственно, как бы есть изменения в языковых курсах, и в том числе логично ожидать изменения и в, ну, скажем так, упрощения в экзаменационной этой части. С чем он, как бы, естественно, со мной согласился и сказал да. Ну, короче, когда ему все вводные дал, то он в итоге всего этого разговора мы вышли на то, что я прям идеал вообще четко реально оцениваю, а просто это все случайность фактора. Ну, тот результат, который мне нужен, короче, был. В общем, учитесь, ребята, как с помощью чата GPT повышать себе самооценку и самооправдываться. Ну, короче, вот, разобрались. Я человек с интернальным локусом контроля. Это не отклонение, а просто стиль мышления. Так что лечиться я не буду.